Итак, 9-я серия нашего мини-сериала по самостоятельной сборке кораблика для рыбалки. И в этой серии мы наконец-таки будем собирать аккумуляторную батарею под наш кораблик. Судя по вашим комментариям к предыдущим сериям, я понял, что данное видео ждали действительно очень многие, потому как достаточно часто писали, задавали вопросы, какой у нас будет аккумулятор, из чего мы будем его собирать, как мы его будем собирать, какие у него будут параметры, какие будут характеристики. Ну и вообще было очень много различных вопросов по аккумулятору. И вот, наконец, ко мне приехали все необходимые компоненты для его сборки, и теперь я имею возможность снять для вас это нужное и действительно полезное видео. Сразу хочу сказать, что, поскольку у нас все-таки рыболовный канал, а не канал по радиоэлектронике, я не буду прям очень сильно углубляться во все подробности. Но для тех, кто еще ни разу не имел дела с аккумуляторными батареями, кто никогда не делал никаких вот подобных таких вот сборок, я просто вынужден озвучить хотя бы основные моменты, чтобы вы хотя бы, чтобы не просто за мной повторяли, а чтобы понимали, что вообще происходит и почему те или иные действия делаются именно так, а не как-нибудь иначе. Для этого я нарисовал для вас вот такие вот небольшие схемки. Тут все будет очень четко и понятно. Ничего сложного здесь нет. Начнем с того, что наша аккумуляторная сборка будет состоять из вот таких вот литий-ионных банок типа 18650. У этих банок есть два основных параметра. Это емкость и напряжение. У этих банок есть номинальное напряжение и максимальное. Давайте сразу договоримся, что в этом видео я буду всегда называть номинальное напряжение. В данном случае номинальное напряжение это 3,7 вольта, ну а максимальное напряжение 4,2. То есть это вот напряжение, до которого может зарядиться эта банка. Будем говорить о номинальном напряжении. Просто помним, что максимальное 4,2. И в этих банках емкость 3000 мАч. И вот сразу очень важный момент. Когда вы будете приобретать банки под сборку аккумуляторной батареи, очень важно, чтобы все эти банки были одной емкости. В идеале, конечно, чтобы они были одной фирмы, одной емкости и даже чтобы они были из одной партии. Но как минимум они должны быть просто одной емкости. С этим понятно. Дальше. Наша сборка будет осуществляться по схеме 2S4P. Что такое 2S4P, я расскажу немножко позже. И у этой сборки будут вот такие вот параметры на выходе. Это 7,4 вольта номинальное напряжение и 12 тысяч мАч. Почему именно 7,4 вольта? Все очень просто. Вся электроника, которую мы устанавливали в наш кораблик в предыдущих сериях, рассчитана на вот такое вот напряжение. Если брать по максимальному, то это 8,4 вольта, 4,2 плюс 4,2. Но номинальное вот 7,4 вольта. Вот настолько рассчитано все наше оборудование. Ну а емкость, тут уже все понятно. Чем больше емкость, тем дольше аккумулятор сможет проработать без подзарядки. В нашем случае это будет 12 тысяч мАч. Теперь, что такое 2S4P? S и P. S это в переводе с английского sequentially, последовательно, а P это parallel, параллельно. Это означает, что в нашей аккумуляторной сборке две банки будет соединено последовательно и 4 будет соединено параллельно. Сейчас я на схемах вам покажу, что вообще такое последовательно, что такое параллельно и вообще что от этого зависит. Вот у нас, значит, 2S4P. Про 4P мы пока забываем временно. Разберемся, что такое 2S. Sequentially, последовательно. Вот мы видим на схеме, у нас есть две банки. Они соединены
последовательно. Это когда плюс одной банки соединяется с минусом другой банки, а крайние плюс и минус обеих банок уже идут на выход, и сюда подключается электронное оборудование, которое необходимо запитать. При таком вот последовательном соединении что происходит? У нас суммируется вольтаж, вот 3,7 вольта и 3,7 вольта, две банки. В сумме 7,4 вольта. Но при таком соединении у нас никак не меняется емкость. Мы даже можем соединить вот так вот 100 банок. У нас увеличится напряжение в зависимости от количества этих банок. Но у нас все равно останется на выходе 3000 мАч. Вот что получается при такой схеме. 2С 7,4 вольта, 3000 мАч. То есть вот этим вот последовательным соединением мы добились вот этого параметра, о котором я ранее говорил. 7,4 вольта. Все, напряжение мы себе сделали. Но 3000 мАч для такого кораблика это очень мало. Мы постоянно будем его заряжать. Нам надо эту емкость увеличить. Теперь разбираемся, что такое 4P. Так, это не здесь, это вот здесь. А вот схема 4P. Это значит, что 4 банки соединено параллельно. Это когда соединены между собой все плюсы и соединены между собой все минусы. И вот эти уже контакты идут на оборудование. При такой схеме у нас происходит все наоборот. Когда банки соединяются параллельно, никак не меняется вольтаж. То есть вот у нас 4 банки по 3,7 вольт каждая, но при такой схеме у нас на выходе все равно получается 3,7 вольта. То же самое, мы можем соединить 100 банок, но у нас все равно будет 3,7 вольта. Но уже емкость увеличивается. Вот у нас есть 4 банки по 3000 мАч каждая, и в сумме получилось 12 тысяч мАч. То есть с помощью схемы 2P мы сделали себе напряжение нужное 7,4 вольта, а с помощью схемы 4P мы себе сделали 12 тысяч мАч. Увеличили емкость. Получается, что здесь у нас правильное напряжение нам подходящее, но маленькая емкость. Здесь у нас наоборот. Маленькое напряжение, но правильная емкость. Что нам нужно сделать? Нам вот эти две схемы нужно объединить в одну схему. И это будет выглядеть именно вот так. Вот то, что я говорил. 2С, 4P. При такой схеме мы на выходе получим нужный нам 7,4 вольта и 12 тысяч мАч. Получается, вот у нас здесь соединены между собой все минусы. Здесь у нас соединены все плюсы. А здесь у нас соединено вообще все. Вот это все плюсы, все минусы соединяются полностью. И вот эти вот контакты уже идут на кораблик. То есть сюда будет подключаться регулятор кораблика. Вот теперь вот эту схему нам необходимо воплотить в жизнь. Чтобы было более понятно, ну, возможно, я думаю, будет понятно. Если вот этот листик вот так вот согнуть, у нас получится вот 4 банки. Соединяются между собой все плюсы. Переворачиваем. Здесь у нас соединяются все минусы. А вот здесь вот снизу у нас соединяется все между собой. И плюсы, и минусы. И вот так вот у нас это сейчас будет все выглядеть. Поэтому берем наши банки. И первое, что нужно сделать, это их соединить. Еще такой момент, чтобы потом не было вопросов лишних. Вы можете заметить, что у меня здесь есть банки абсолютно новые, а есть банки, которые имеют уже
следы пайки. На самом деле они все новые, просто такую расскажу предысторию. У меня был довольно-таки старенький шуруповерт, очень старый, и я в нем решил заменить аккумуляторную батарею, то есть поменять вот эти вот, там было 3 банки, я эти 3 банки решил заменить. И так получилось, что я заменил аккумуляторы на шуруповерте, но там буквально там через 2 месяца вышла из строя механическая часть. Я не смог нигде найти запасные части к этому шуруповерту, потому как он действительно уже был очень старый. Поэтому я его разобрал и уже утилизировал, но забрал с него вот эти вот 3 банки. То есть они проработали буквально 2 месяца, а учитывая, что я им пользовался достаточно нечасто, то они, можно сказать, новые. И, кстати, та же самая фирма, вот, как и у новых. Поэтому здесь уже есть следы пайки. Опять же, по поводу пайки тоже хотел рассказать. Вообще, такие аккумуляторы, кто вообще занимается сборками, такие аккумуляторы соединяются специальной никелированной лентой с помощью точечной сварки. Но поскольку мне нужно сделать вот всего 1 аккумулятор, ну максимум 2, чтобы еще был запасной, но это я уже сделаю потом. Мне нужно сделать всего 2 сборки, ну понятно, что нет смысла покупать точечную сварку. Поэтому я все это дело соединю с помощью обычного паяльника. Только паяльник нужен мощный, чтобы хорошо прогревать контакты аккумулятора. И такое соединение будет ничем не хуже, чем никелированная лента. Все будет точно так же надежно соединено, просто разница в том, что когда мы работаем точечной сваркой, аккумулятор вообще не нагревается. А вот когда мы паяем, его уже можно перегреть. Поэтому нужно делать все очень осторожно и быстро. Именно для этого нам нужен мощный паяльник, хотя бы там 60-65 Вт, для того, чтобы мы могли контакт аккумулятора максимально быстро прогреть и его залудить, то есть покрыть оловом. Потому что если мы возьмем вот такой вот маленький паяльничек на 25 Вт, мы будем греть его очень долго, пока это олово растечется по контакту. И мы его догреем до того, что он просто выйдет из строя. Это, ну, в лучшем случае. В худшем случае еще и взорвется. Но таким паяльником я уже вот паял. Ничего сложного, ничего страшного нет. Просто нагрели, раз, вот так буквально коснулись там на пару секунд, и уже у нас здесь все залужено. Ну, паять будем немножко позже, я расскажу. И сейчас нам необходимо эти аккумуляторы между собой правильно соединить. То есть расставить в определенной последовательности, чтобы потом уже можно было, ну, чтобы у нас получился такой общий монолитный блок, и уже там мы потом могли все это дело распаивать. Соединять аккумуляторы лучше всего с помощью термопистолета. Поэтому сейчас я его включу, нагрею, и дальше мы продолжим. Так, ну вот, разогрелся наш термопистолет. И теперь можем приступать к соединению банок. Вначале мы их соединим попарно, а потом уже каждую пару соединим между собой. В результате чего получим такой монолитный аккумуляторный блок. Для удобства возьмем какую-нибудь ровную площадку. В данном случае это у меня лоток для аккумулятора, который будет стоять в кораблике. И соединять будем вот таким вот образом. Берем 2 банки и ставим их так, чтобы вот с одной стороны был плюс, а с другой стороны был минус. Вот так. И вот так вот их соединяем. Для этого берем термопистолет и на сторону одной банки вот так вот накладываем клей. Пока клей еще жидкий, ставим на ровную поверхность и прижимаем их друг к другу. И вот так. Вот такие вот нам надо сделать. Получается 4 пары. Одна пара.
Вот так. Вот у нас есть 4 пары. И теперь нам их нужно соединить тоже. Значит, ставим таким вот образом, чтобы у нас вот так вот по одной линии, чтобы у нас шли плюсы, по другой линии, чтобы шли минусы. И вот так вот это все соединяем. Так, ну и вот когда у нас полностью застыл термоклей, наши банки между собой надежно соединились. Теперь это у нас получился такой монолитный аккумуляторный блок. Все хорошо держится, ничего никуда не отпадает. И с таким вот можно будет уже нормально, комфортно работать. Можно уже дальше все это дело паять. Значит, если еще раз посмотреть на схему, вот что у нас получается. Вот наша схема, мы ее опять вот так вот складываем. И вот у нас вот эти вот плюсы, которые будут соединяться между собой. И если это все перевернуть, вот эти минусы, которые тоже будут соединяться между собой. Вот они. А вся нижняя часть, которая будет полностью соединяться между собой и вот так, это вот она. Вот это место. Я думаю, по схеме все понятно. Что нам нужно сделать дальше? А дальше нам нужно контакты всех банок подготовить под пайку. Подготовка заключается в том, чтобы аккуратно снять вот этот вот верхний глянцевый слой. То есть не сильно, не надо там прогрызать аж до внутренностей. Буквально чуть-чуть, просто, скажем так, процарапать. Сделать это можно или острым ножом, там каким-то, может, скальпелем, вот так вот. Можно взять какую-то мелкую наждачку, кусочек, или вот в моем случае у меня есть бормашина, здесь стоит бор с алмазным напылением, и я сейчас этим борчиком вот так вот немножко поцарапаю эти контакты. Это нужно для того, чтобы у нас все эти контакты нормально залудились, чтобы олово схватилось, хорошо растеклось здесь, и потом, когда оно все будет залужено, можно будет нормально сюда уже припаять провод. То есть самое главное залудить контакты самих банок. Поэтому я беру бормашину и на маленьких оборотах зачищаю. Вот такие вот получаются небольшие царапинки. И так делаем с каждой банкой. Вот, я уже зачистил все контакты. Я думаю, видно, вот как оно такое немножко поцарапанное получилось. После этого мы можем приступать к лужению. Лудить можно двумя способами. Это с помощью ортофосфорной кислоты или с помощью жидкой канифоли. Это канифоль, разбавленная спиртом. Ортофосфорная кислота. С ней лудится вообще без проблем. Олово моментально растекается по контактам, моментально схватывается. В общем, проблем никаких нет. Но у кислоты есть минус. Если, например, вот мы будем лудить вот плюсовой контакт, и у нас какая-то кислота попадет туда в середину под контакт, и мы, соответственно, оттуда ее уже вымыть никак не сможем, она там останется, то со временем она может продолжить разъедать этот металл, там может образовываться даже ржавчина, и, в общем, ничего хорошего из этого не будет. То есть, если мы уверены, что мы можем
после пайки кислоту вычистить на 100%, то можно спокойно ее использовать. Если не уверены, лучше от нее отказаться, а использовать жидкую канифоль. Даже если эта канифоль попадет туда в середину, даже если она там останется, ничего страшного в этом нет. Здесь нет никаких агрессивных компонентов, просто канифоль и спирт. Поэтому я воспользуюсь канифолью. Наносим чуть-чуть канифоли на то место, которое мы зачищали. В принципе, можно сразу нанести. Вначале давайте спаяем минусовые контакты, потом плюсовые. Теперь берем разогретый паяльник, олово. Наносим олово на жало паяльника. Так вот, побольше берем. И быстро прислоняем к контакту аккумулятора. Хоп. Все, вот мы видим, образовалась капля. Контакт залужен. Еще такой совет. Если вдруг вот мы прислонили паяльник, но, допустим, хотим еще добавить, мы не продолжаем его греть, а паяем просто следующий контакт, а к этому вернемся немножко позже, когда когда здесь уже все остынет. Потому что если мы будем его постоянно греть, то, я уже говорил, перегревать аккумуляторы эти нельзя ни в коем случае. Вот буквально там 3 секунды и все. Так, ну можно еще добавить, тут уже тем более все остыло. Раз. 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 Все. То есть паяльник долго не держит. И то же самое теперь делаем с плюсовыми контактами. А вот эта вся канифоль, которая здесь порастекалась, она нам хуже не сделает, ее даже можно не убирать. Конечно, можно почистить, но можно этого и не делать. Теперь паяем плюсовые контакты. Здесь у меня уже 2 залужено. Это те аккумуляторы, которые от шуруповерта. Ну, мы еще раз их подлудим. Так, плюс паяем особенно аккуратно, чтобы у нас не расплавилась вот эта вот изоляция банки. Есть. Ну вот, одна сторона у нас полностью залужена. Все контакты покрыты оловом. И уже сюда можно будет спокойно припаивать провод. Ну и то же самое теперь делаем с обратной стороны. Это я уже сделаю за кадром, чтобы сильно не затягивать. Так, когда мы залудили контакты на всех банках, со всех сторон, мы в принципе можем уже приступать к дальнейшей пайке. Но перед этим нам необходимо взять вот такие вот специальные изоляционные наклеечки и наклеить их на каждый плюсовой контакт. Почему именно на плюсовой? Это нас защитит от короткого замыкания. Дело в том, что банка 18650 имеет такую конструкцию. Вот у нее минус, вот у нее плюс. Так вот, плюс находится только вот здесь вот по центру. Он там как-то выходит из середины самой банки. А минус это не только вот эта вот площадка, это полностью весь корпус банки. То есть если мы снимем вот эту изоляцию, оголим ее, то мы увидим, что вот этот вот минус, вот эта вот площадка, она же переходит вот сюда и заканчивается аж вот здесь. То есть получается, простыми словами, вот у нас плюс. И уже буквально вот здесь рядом, вот под этой вот тоненькой изоляцией, под этой пленочкой, тут уже находится минус. И если мы возьмем, вот так вот припаяем провод, вот у нас, я уже один провод зачистил, он у нас будет вот так вот припаиваться. То есть он же у нас будет и перемычкой вот этой вот
вот этой вот, он же будет вот этой перемычкой. И он же сразу у нас пойдет на разъем, который будет соединяться с корабликом. Если мы вот так его покладем, припаяем, и у нас по каким-либо причинам вот здесь вот повредится тоненький слой вот этой вот пленочки, то этот провод сделает замыкание плюса с минусом. Ну, это будет, мягко сказано, совсем нехорошо. Поэтому мы берем вот эту наклейку и клеим на каждый плюсовой контакт. Ставим по центру и прижимаем. Все. Вот у нас получается, здесь выглядывает только плюсовой контакт, а минусовой контакт, который здесь рядом, он уже хорошо заизолирован, потому как это такой, ну, специальный материал. Она довольно такая толстая, эта изоляция. Плюс еще пленка. То есть здесь уже добавляется такой нормальный слой изоляции. Ну, понятно, что на минусовой контакт это клеить нет смысла, потому что здесь у нас везде минус. Что здесь минус, что здесь минус. Тут уже даже если это, вот как здесь, например, где-то есть место, вот у меня немножко содралась тут изоляция. И здесь везде у нас минус. То есть тут не страшно. Здесь даже если вот эта пленка повредится по бокам, ничего не произойдет. А вот плюсовой контакт немножко по-другому сделан. Вот на одной стороне сделали на плюсах. И то же самое на плюсах делаем с другой стороны. Есть. Вот изоляция на плюсовых контактах одной стороны и на плюсовых контактах с другой стороны. Готово. Ну и приступаем к пайке. Что мы делаем? Мы берем провод. Вот я уже зачистил один из них. Это у нас коричневый, будет плюсовой. Отмеряем расстояние от вот этого плюса до вот этого плюса. Чтобы получилось вот так, чтобы этот зачищенный конец доставал до всех плюсов. От последнего, ну, от первого до последнего. Зачистили. Берем канифоль. Уже можно не жидкую, можно обычную. Олово. И полностью вот этот вот отрезок зачищенный нам нужно залудить. Хорошо его покрываем оловом. Залудили. И можно припаивать к аккумуляторам. Так, сейчас еще немножко здесь добавлю. И припаиваем. Вот таким вот образом. Тут вначале я зафиксировал провод на последнем аккумуляторе. Он уже здесь держится, и можно теперь спокойно просто набирать олово и быстренько припаивать к остальным контактам. Когда все залужено, уже появится легко. И вот что у нас в результате получается. Вот эта вот линия у нас полностью готова. Ну а вот этот вот выход плюсовой, это вот он у нас. Он пойдет на вот этот вот силовой разъем XT60 и будет соединяться с корабликом. Значит, плюсовой у нас контакт полностью готов. То же самое делаем сейчас с минусовым. Для этого возьмем синий провод. И вот так вот его тоже сейчас зачистим и припаяем. Это у нас будет вот эта вот сторона по схеме.
Ну вот, я припаял минусовой провод, соединил между собой все минусы. То же самое сделал, в общем, как мы делали это с плюсовым проводом. И теперь у нас вот эти две части готовы. После этого мы должны перевернуть аккумулятор на другую сторону и здесь соединить все вот эти вот контакты. Как это сделано у нас на схеме. Но еще такое вот предостережение. В данный момент, когда это припаяно вот таким вот образом, у нас на минусовом и на плюсовом проводе нет никакого напряжения. То есть их даже можно вот так замкнуть между собой, ничего не будет. Но как только мы сейчас на этой стороне начнем все это соединять, у нас здесь появится напряжение. Причем напряжение будет с достаточно большим током. Я забыл сказать, вот эти банки на 20 ампер. Ток просто сумасшедший. Поэтому нам нужно не забывать и контролировать, чтобы во время пайки вот этой стороны у нас ни в коем случае вот эти вот провода не замкнулись. Можно себя дополнительно предостеречь. Вот у меня эти провода с запасом. Мы можем просто один провод вот так вот обрезать, чтобы он стал короче, чем этот провод. И тем самым мы минимизируем шансы, что они как-то между собой соединятся. Ну а когда мы уже все это сделаем, все там допаяем, все запакуем, тогда мы уже сможем определить, какая длина нам нужна, обрезать и уже припаять сюда разъем. А пока вот так вот пусть остается с запасом и с разной длиной, чтобы не замкнуть. Ну и все, теперь берем, вот у меня есть желтый провод, сейчас мы его зачищаем и начинаем вот это все соединять между собой. Сейчас я сделаю и покажу. Так, ну вот, припаял я перемычку на обратную сторону нашего аккумулятора. Все сделал по схеме. С помощью этой перемычки соединил все плюсы и все минусы на этой стороне. И вот так, и вот так. То есть все контакты здесь между собой полностью соединяются. И можно сказать, что аккумулятор готов. На вот этих вот проводах уже даже есть напряжение. И его, в принципе, можно даже использовать. Но это еще не все. Сейчас постараюсь объяснить, что нам еще необходимо сделать. Мы помним, что у нас аккумуляторная батарея 2S. Это означает, что у нас две ячейки. Вот одна ячейка, вот вторая ячейка. Да, самих банок у нас больше, не две. Но вот эти банки мы добавляли параллельно, чисто для того, чтобы увеличить вот этот вот, вот эту вот емкость. А вообще две ячейки. Одна ячейка, вторая ячейка. И вот здесь эти ячейки между собой соединяются. Так вот, если аккумулятор начать заряжать в таком виде, как он у нас сейчас есть, во время зарядки у нас вот эти ячейки будут заряжаться неравномерно. У них будет не одинаковый вольтаж. Здесь будет один вольтаж на этой ячейке будет другой вольтаж. То есть эти ячейки нужно во время зарядки как-то балансировать. Вообще по поводу балансировки аккумуляторов есть в интернете очень много информации. Кому интересно более подробно, можете найти, прочитать. Но я скажу в двух словах, что благодаря балансировке ячеек во время зарядки увеличивается срок службы всей аккумуляторной батареи, и это добавляет дополнительной безопасности. И с помощью балансировки, точнее благодаря балансировке, аккумуляторная батарея работает в правильном режиме. Балансировать эти ячейки можно двумя способами. Первый способ — это добавить в аккумуляторную батарею, добавить дополнительный балансировочный провод. И второй способ — это использовать специальную балансировочную плату. По-моему, она называется BMS. По поводу платы. Вот раз мы сегодня уже немножко говорили о шуруповерте, с которого я забрал банки. Вот на примере шуруповерта и расскажу. Если взять любой шуруповерт и разобрать корпус его аккумулятора, мы там обязательно увидим не только банки, но еще обязательно увидим плату. Вот это та самая плата,
для балансировки. То есть берется аккумулятор от шуруповерта, вставляется в зарядное устройство, которое идет с ним в комплекте, и спокойно себе заряжается. С помощью этой платы во время зарядки аккумуляторов шуруповерта они еще и балансируются, хотя заряжаются обычной зарядкой, обычным блоком питания. Но в радиомоделях, как правило, используются аккумуляторные батареи без каких-либо плат. Просто добавляется балансирующий дополнительный провод. Потому что в зарядках, с помощью которых, как правило, заряжают модели на радиоуправлении, есть отдельно вынесенные разъемы для балансировки. И поэтому, когда мы в нашу аккумуляторную батарею добавляем дополнительный балансирующий провод, мы его вставляем вот в один из этих разъемов. Здесь есть, вот даже подписано, вот 2 ячейки, 3 ячейки, 4 ячейки, 5 и 6 ячеек. Соответственно, чем больше ячеек, тем больше контактов на этом разъеме. У нас 2 ячейки, поэтому у нас всего 3 контакта. То есть мы вставляем в основные разъемы плюс-минус вот эти вот провода, через которые идет зарядка, а уже через отдельный дополнительный провод идет балансировка во время зарядки. И поэтому нам этот провод просто нужно сюда добавить. Сейчас расскажу и покажу этот провод. Вот такой вот проводок. В нашем случае это на 3 провода, на 3 контакта. Вот так он сюда вставляется. И вот здесь подписано плюс, минус. Вот у нас получается красный плюс и вот это вот минус. Крайний плюс, крайний минус. И средний у нас идет вот в это место. Там, где ячейки между собой объединяются. На схеме это выглядит вот так. То есть, допустим, вот у нас этот разъем. Крайний минус пошел вот сюда на минус. Крайний плюс пошел вот сюда на плюс. И средний провод вот этого разъема пошел на вот это вот место, где соединяются между собой ячейки. То есть вот так вот это выглядит. Вот плюс, плюс, минус. И средний вот стал на свое место. Вот так. Поэтому мы берем этот разъем, плюс припаиваем сюда, минус припаиваем сюда. Вот так вот сейчас. А средний провод мы просто припаиваем, ну, здесь вообще в любое место, где удобно. То есть на вот эту вот перемычку. Вот так. И получается, что у нас 2 провода питания, через которые у нас батарея и заряжается, и также благодаря которым дает питание на наш кораблик. А этот провод используется чисто во время зарядки для балансировки. Я надеюсь, что рассказал очень понятно. Поэтому берем сейчас и все это дело припаиваем. Припаиваем плюс. Тут главное не перепутать, потому что средний и крайний провода, они оба черного цвета. А нам средний нужно припаять именно туда вниз, где идет общая перемычка. Так. Вот. Припаял крайние провода. И теперь средний припаиваем вот сюда на обратную сторону. Но я думаю,
нам будет удобно припаять его как-то вот так. Прям на перемычку. Вот. Затем мы все это аккуратно уложим. Сейчас, кстати, можно термоклеем вот так вот это все зафиксировать. И вот что у нас в результате получилось. Вот теперь наш аккумулятор полностью готов. Ну, еще, конечно, надо припаять сюда разъем, но вначале необходимо все вот это заизолировать. Так, по поводу изоляции. Есть для таких аккумуляторных сборок специальные термоусадки. Ну, я эту термоусадку так и не купил, я не знал точно, какого надо размера, можно сказать, не нашел. Но я воспользуюсь просто хорошей качественной изолентой. Все это сейчас качественно обмотаю. Здесь все припаяно очень надежно, никакого замыкания точно не будет. Просто надо все это заизолировать дополнительно. То есть, по сути, разницы сильно там нет. Или термоусадка, или изолента, как бы на полет это сильно не повлияет. Все это будет функционировать одинаково. Что то хорошо, что то хорошо. Ну, в общем, с помощью вот такой вот черной изоленты я хорошо, надежно заизолировал наш аккумулятор. Вот такой вот он получился. Такой довольно тяжеленький. Может быть, потом взвешу, если не забуду. Ну, здесь у нас выходит балансировочный провод. И здесь уже силовой. Кстати, по поводу балансировочного провода еще хотел сказать. Видите, он получился такой довольно коротенький. Потому что продается он вот совсем в такой вот небольшой длине. Я не хотел уже там делать какие-то лишние соединения, там допаивать. Я его так вот и оставил. Но я предусмотрел то, что он будет таким коротким, и купил вот такой вот удлинитель. Какой принцип? Мы просто берем во время зарядки один конец удлинителя, вставляем в балансировочный разъем в зарядное устройство, и уже в удлинитель в другой конец вставляем разъем самого аккумулятора. И вот так это все выглядит. Длины более чем достаточно. Поэтому тоже учитывайте вот такой вот удлинитель. Обязательно заказывайте тоже. Ну, пока пусть тут и висит на заряднике. И теперь нам осталось обрезать вот эти вот лишние провода. Я себе уже примерно так прикинул, какую длину я оставлю. Это будет где-то будет. Ну, сильно длинный тоже нам не надо, чтобы он там в корпусе болтался. Ну, где-то вот так вот. Только здесь важный момент. Ни в коем случае не перекусываем два провода одновременно. Потому что будет хана и кусачкам, и аккумулятору. Ну, аккумулятор, возможно, выдержит такое кратковременное замыкание. А вот кусачкам хана будет 100% моментально. Вначале перекусываем один, потом только другой. Проверяем, если что, подравниваем. Вот этот получился немножко длиннее. О, вот теперь одинаковая длина. Значит, сюда мы припаиваем разъем XT60. В кораблике у нас с регулятора выходит вот эта вот часть. Поэтому на аккумулятор мы паяем вот эту вот часть. И затем с корабликом оно будет вот так вот соединяться.
когда паяем вот этот разъем, очень рекомендую паять не просто вот так одну сторону, а вот так соединить с ответной частью и потом паять. Это делается для того, что когда мы будем нагревать контакты, если мы будем просто паять по отдельности, то может немножко там подплавиться корпус и контакт может куда-то уйти в сторону. А так они у нас зафиксированы в нужном положении. Плюс еще контакты с другой части немножко на себя забирают тепло. И вот сколько я уже этих разъемов перепаял, еще ни один не расплавился. Все получилось нормально. Поэтому вот так соединяем. Вот так я это фиксирую. И припаиваем. Не забываем предварительно сюда одеть термотрубки, которые потом натянем на место пайки. Так, залудил контакты на разъеме, также залудил контакты на аккумуляторе. И еще хочу напомнить, что на разъеме XT60 есть маркировка плюс и минус. Когда паяете, обязательно это учитывайте и ни в коем случае не забывайте, потому что на кораблике мы паяли все правильно. Если вдруг мы сейчас припаяем неправильно, перепутаем, то во время подключения у нас на кораблике погорит электроника. Значит, смотрим, вот у нас плюс, плоская сторона это плюс, поэтому берем коричневый провод в нашем случае и припаиваем. Термотрубки я уже одел. Раз. Припаяли плюс. Теперь переворачиваем и паяем сейчас минус. И припаяли минус. Все. Наконец-то оно припаяно, потому что я все время переживал, чтобы ничего не замкнуло. Ну и также этот разъем классный тем, что здесь он имеет такую форму, что никак нельзя перепутать. Вставляется только в определенном положении. Натягиваем термоусадку. Туда до конца она хорошо заходит. Вот. Берем зажигалку или горелку. Пытаемся включить. О, еще газ есть. И усаживаем. Ну что ж, готово. Во. Все аккуратненько, красиво получилось. Сейчас мы его подключим к зарядному устройству. Посмотрим, как у нас работает балансировка и что там вообще по заряду. Я, кстати, почему-то вообще почти ничего не сказал о зарядном устройстве, которым буду заряжать наш кораблик. Я только показал балансировочные разъемы и все. Ну, сейчас немножко подробнее расскажу. Это достаточно известное зарядное устройство IMAX B6 Mini Sky RC. Наверняка даже те, у кого его нету, скорее всего, видели где-нибудь в интернете, в каких-нибудь видео или в интернет-магазинах. Ну, оно очень популярное, собственно, именно поэтому я его и выбрал, что есть много отзывов, много всяких видеоинструкций, там и прошивки даже на него есть. Ну, в общем, такое многофункциональное. Может работать в принципе со всеми видами аккумуляторов, умеет заряжать, умеет разряжать, заряжать с балансировкой, заряжать без балансировки, там показывать внутреннее сопротивление аккумуляторов, показывать напряжение на каждой отдельной ячейке, балансировать может от 2 и аж до 6 ячеек. Ну, в принципе, может, наверное, все, что касается аккумуляторов. Запитывается это зарядное устройство от 11 до 18 вольт. У меня был блок питания от старого ноутбука. Я блок питания не покупал вместе с этим устройством. Вот этот блок питания на 12 вольт
6,5 ампер. Вот. Как раз хорошая мощность, подходящий вольтаж. Ну, сейчас подключим наш аккумулятор. Значит, вставляем блок питания. Теперь берем силовой кабель. Вставляем сюда. И здесь у нас уже стоит удлинитель для балансировки, который я показывал. Значит, к силовому кабелю мы подключаем, то есть к силовому кабелю зарядного устройства мы подключаем силовой кабель на аккумуляторе. Тут, кстати, тоже уже в комплекте был такой вот разъем XT60. Там разные разъемы под разные ситуации. Как раз у нас XT60 и все подходит. И теперь вставляем балансировочный провод. Сейчас мы все это проверим, потому что если, например, мы сделали что-то неправильно, особенно что касается балансировки, то нам устройство обязательно об этом скажет. То есть, например, если мы запускаем зарядку с балансировкой и при этом забыли подключить разъем, или он там что-то где-то неправильно подключен, то нам просигнализирует само зарядное устройство, что какая-то там ошибка с балансировочным разъемом. Здесь есть такая вот функция, сейчас поближе, функция есть. Я все не буду показывать, покажу чисто, чтобы протестировать наш аккумулятор. Вот Bad Meter. Заходим, и вот мы видим на каждой ячейке напряжение. Как раз вот он поддерживает максимально 6 ячеек, и вот у него есть все 6 ячеек. Понятно, что здесь везде по нулям, потому что у нас эти ячейки отсутствуют. У нас только 2 ячейки. И вот мы уже видим, что у нас здесь разбалансировка. На одной ячейке 4,04 вольта, а на другой 4,07 вольта. То есть и во время следующей зарядки он нам это все дело нормально отбалансирует. И вот здесь написано, сколько сейчас вольт на нашем аккумуляторе. 8,11 вольт. Я, в принципе, и не заряжал. Вот как эти банки я купил, так и вот сегодня и их паял, можно сказать. То есть ничего с ними вообще не делал. Давайте проверим. Теперь мы заходим вот сюда. И вот у нас тут есть функции разные. Discharge — это разрядка. Balance Charge, просто зарядка, быстрая зарядка. Вот нам надо Balance Charge, зарядка с балансировкой. Здесь мы можем установить, при скольки амперах мы хотим заряжать. В общем, здесь такая ситуация. Чем больше ампер, тем быстрее аккумулятор зарядится. Но в то же время, чем больше ампер, тем быстрее мы износим наш аккумулятора. То есть, если вы никуда не спешите, там имеете возможность поставить на ночь на зарядку, то ставьте как можно меньше ампер, он себе не спеша зарядится, и сами банки прослужат гораздо дольше. И вообще в целом все это меньше будет нагреваться, то есть как для зарядного устройства, так и для самого аккумулятора это будет полезно. Давайте поставим 1 ампер, я считаю это как раз нормально. Вот выставляем 1 ампер. Тут мы сразу выбираем, сколько ячеек. Вот у нас 2S. Он пишет номинальное напряжение 7,4 вольта. Как раз то, что у нас вот получилось при нашей сборке. И вот 3S, это он подсчитывает, что это 11 вольт. Там 4S 14 вольт. Он сам все высчитывает. Вот 6S это 22,2 вольта. Ставим 2S. Держим чуть-чуть. И нажимаем старт. Вот, зарядка у нас пошла. Здесь мы видим, вот сколько ампер сейчас у нас выдает. То есть при скольки амперах идет зарядка. Тут время будет общее, сколько зарядка у нас длится. Здесь текущее напряжение. И вот здесь вот будет писаться
емкость. Это вот, кстати, будет очень интересно поставить полностью его на разрядку, вообще, ну, чтобы он до минимального его разрядил, и потом от нуля зарядить его полностью. И тем самым мы узнаем, какая у нас максимальная емкость этих аккумуляторов, потому что понятно, что там, допустим, заявлено было, что на одной банке 3000 мАч, но, как правило, немножко бывает, что завышают, и оно немножко не соответствует. Вот я как-нибудь проверю. Тут у нас что? Ну, тут мы сразу можем контролировать, следить за балансировкой. Вот на одной ячейке 4,05, на другой 4,08 вольта. Так, ага, вот здесь вот end voltage. Это получается написано, при каком вольтаже у нас зарядка прекратится. То есть вот 8,4 вольта. Как я говорил, что максимальный заряд вот этих вот банок 18650 получается 4,2 вольта. Ну, вся аккумуляторная сборка 2С это 8,4 вольта. Вот это вот входящее напряжение на наше зарядное устройство. То есть это то напряжение, которое выдает блок питания. Вот сейчас он выдает 12,12 вольт. Здесь у нас показатели температуры. Внизу вот это int temp, это температура внутри зарядного устройства. И сверху ext temp, там где прочерки, это, в общем, подключается сюда. Здесь есть специальный разъем, вот он. Сюда подключается внешний датчик температуры. Затем он каким-то образом крепится на аккумулятор, который мы заряжаем. И также мы можем контролировать температуру на аккумуляторе. Ну, я, кстати, заряжал другие разные аккумуляторы вот этим вот зарядником. Я не замечал так визуально, чтобы аккумуляторы там сильно нагревались. Возможно, это для каких-то там сильно мощных или когда заряжают на большом высоком токе. Но, тем не менее, даже такое здесь есть. А это вот при какой температуре оно будет отключаться, можно установить. Так, ну это уже такие настройки, которыми, в принципе, вряд ли мы будем пользоваться. Поэтому зарядка идет, никаких ошибок нету, все заряжается, все работает. Вы видите, немножко уже балансирует, но все равно еще не полностью. Я же говорю, надо аккумулятор полностью разрядить, потом зарядить, и тогда уже попробовать, чтобы оно полностью его заново прогнало, заново отбалансировало, и тогда уже все будет четко настроено. Значит, что нам осталось сделать? Сейчас переставлю камеру и быстренько расскажу. В принципе, мы уже заканчиваем. Значит, после того, как мы собрали аккумулятор, теперь можно устанавливать лоток в середину корпуса нашего кораблика для фиксации в нем аккумулятора. Я сразу скажу, что не буду снимать на видео данные действия. Здесь абсолютно нет ничего сложного. Нужно просто взять тот самый клей-титан, на который мы здесь все клеили. Вот так вот намазать этот лоток снизу и приклеить к корпусу. Затем будем укладывать аккумулятор. И с помощью вот такой вот липучки его фиксировать. Единственное, хочу сказать по поводу расположения, то есть там, где мы будем его фиксировать. Нужно постараться зафиксировать аккумулятор в таком месте, чтобы мы могли иметь к нему доступ. Ну, понятно, нам надо будет его доставать для того, чтобы заряжать. Но при этом постараться, чтобы он был максимально сюда ближе к носу. Я ранее уже говорил, у нас аккумулятор имеет нормальный такой вес. И также у нас в задней части находятся все вот эти вот приколы. То есть сервопривод вот этот вот для бункера, сам бункер, который будет груженный. То есть двигатель находится даже, можно сказать, ближе сюда к заду. Рулевое управление. В общем, сзади у нас основная нагрузка. А аккумулятор у нас наш корпус выровняет. То есть он имеет вес и он компенсирует. То есть все, что вот здесь вот сзади у нас нагружает наш кораблик, аккумулятор его будет
наклонять вперед. Сделает такую балансировку. Поэтому нам нужно постараться этот лоток поставить таким образом, чтобы мы имели доступ к аккумулятору, но при этом его отодвинуть поближе к носу. Я уже потом за кадром так более подробно подумаю, посмотрю, как это лучше сделать, где его там лучше зафиксировать. Но это однозначно будет вот так вот по центру. То есть здесь у нас вот есть два вот этих ребра. Как раз на эти ребра лоток становится. Вот здесь он будет. Здесь будет аккумулятор. Ну и потом он через лючок будет соединяться вот с вот этим вот разъемом с регулятором. И липучкой, вот так вот через низ, скорее всего, липучкой будет фиксироваться. Ну вот так. Давайте еще напоследок подключим. Потому что мы раньше кораблик тестировали от внешнего блока питания, от розетки. А теперь мы можем подключить к аккумулятору. Так, у меня тут, правда, мотор отключен. Ну, мотор, в принципе, можно же подключить, это не проблема. Есть. Вот мотор подключил. А ну-ка. Первый запуск. Хоп. Ну что, все. Вроде бы как работает. Это уже питание идет чисто от нашего аккумулятора. Что нам пульт показывает? У нас же там стоит датчик телеметрии. Ну вот, пульт показывает, что у нас на аккумуляторе 8,17 вольт. Ну, в принципе, правильно. Я вот его как раз с зарядки снимал, то он, в принципе, то же самое и показывал. Ну что, дадим газку. О, бункер, кстати, тоже ж можно проверить. Кстати, аккумулятор реально мощный. Я помню, когда подключал к внешнему блоку питания, когда мы его собирали, там всю эту электронику, я обращал внимание, что когда мы открываем сервопривод, вот сюда смотрите, очень сильно просаживалось напряжение. Ну прям очень сильно. Блок питания очень нагревался тогда, я помню. А сейчас буквально вот сейчас 8,17. Во время открытия 8,16. То есть просадки почти нет. А ну, если открыть бункер, например, вместе с мотором. Ну, вместе с мотором, учитывая, что я дал полный газ при открытии бункера, 8,15 было. То есть просадка вообще небольшая. Класс. Ну, действительно, аккумулятор очень мощный. 20 ампер сила тока у этого аккумулятора. Ну, как видите сами, все отлично работает. Вот такое вот у нас получилось видео по сборке аккумулятора для нашего кораблика. Наконец-то вы его дождались. Да я уже честно и сам даже ждал, когда же уже наконец его сниму. То эти все компоненты долго ехали, потому что часть из них я заказывал за границей. То у самого времени не было, целый месяц никак не мог выбраться на съемки. Но тем не менее все получилось. Я надеюсь, что данное видео вам будет очень полезным. Обязательно, кто не смотрел, смотрите прошлые серии, как по сборке кораблика, так и по рыбалкам. И подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых сериях. Потому как у нас еще будет несколько серий нашего мини-сериала по сборке кораблика. И в дальнейшем уже пойдут серии по рыбалкам. Всем спасибо за внимание. До встречи в новых сериях.